Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодня я хотела бы с вами поговорить про безусловное принятие. Что мы подразумеваем под этим словом? Давайте сейчас попробуем пофантазировать и нажмите на паузу видео, запишите где-то, что для вас значит этот термин, а потом мы с вами сравним. Итак, я попробую сейчас стать человеком, у которого к этому миру требование безусловного принятия. Речь пойдет, скорее всего, о моей вседозволенности. Я хочу вытворять все, что мне придет в голову. Мне можно проявлять ярость, и когда я проявляю свою ярость, другой не должен мне ничего отвечать, и он должен это терпеть. Я могу быть эмоционально взвинченной, я могу быть истеричной, я могу быть ленивой. И на всю эту мою вседозволенность мир должен соглашаться, как минимум, и желательно еще радоваться, но уж точно не относиться ко мне хуже после того, как я была в этой вседозволенности. И наша потребность в этой вседозволенности и в этом требовании к миру о безусловном принятии, она идет из глубокого нашего младенчества. У нас у каждого был период, когда от нас другим людям точно ничего не надо было. Мы были маленькими, мы лежали в своей кроватке, в колясочке, и мы могли только потреблять, и нам не надо было ничего сдерживать. Мы и не могли это сдерживать. И вот эта память о полной вседозволенности остается у нас как память о максимальной проявленности, когда я эту проявленность ничем не обуславливала. Безусловное принятие, не обусловленное принятие. Я разливаюсь как море и заполняю собой все пространство, и мне себе не надо ужимать и контролировать, что у меня внутри, и я это абсолютно свободно выплескиваю наружу. Мы даже вот в туалет в младенчестве, нам же не надо было добегать до унитаза. Можно было это все делать, нас помыли, перепеленали, и как бы все хорошо. Вот это такое испорожнение из себя всего, что внутри, дает ощущение я естьности, максимальной я естьности. И когда этот эталон остается у нас эталоном, то есть мы не воспринимаем эту я естьность как что-то из младенчества, оно остается такой вкусной сладкой мечтой, к которой мы бессознательно стремимся, остается нашим эталоном, остается нашим примером, то тогда мир вокруг нас становится невыносимым. Тогда много страданий и боли, потому что я, сравниваясь с тем, как мне хотелось бы, этого не получаю. И человек, который не выводит в сознание потребность в этом безусловном принятии, он постоянно находится в состоянии жертвы. Постоянно мир его ранит, постоянно дает ему не то, что хочется. И из-за этого у человека много злости. Или к себе, как к тому, кто не может организовать безусловное принятие. Или же к миру, который почему-то не хочет его дать. И особенно много обиды и злости, когда я стараюсь. Человек старается, чтобы другие его принимали. И в этом старании второго нету. Человек вываливает из себя на другого то, что он считает нужным, то, что он может дать. Он не
может интересоваться другим, потому что все его устремления сосредоточены именно на себе. И тогда другому предлагается всегда роль некого персонажа в какой-то театральной постановке, которую я организовываю для себя. Тогда к другим возникает абсолютно потребительское отношение, но человек это не осознает, потому что он как бы сам себя использует для добычи вот этого безусловного восприятия. Тогда другие становятся как подушки, которые ты все время взбиваешь для того, чтобы они были максимально удобные под твое тело. И вот эта забота о подушках, которые взбиваются, ошибочно воспринимается как жертвование собой. А на самом деле, если мы глубоко вдумаемся в эту мысль, это жертвование, давайте буду про себя говорить, это я жертвую собой ради своего эталона, но так как вы мне нужны, как персонажи в моем спектакле, я жертвую собой для того, чтобы вы хорошо ко мне относились и давали мне это безусловное принятие, потому что в те моменты, когда я не сдержусь, то вы тогда не отвернетесь от меня, потому что я была уже долгое время хорошей. И вот этот эталон, он может в большей или в меньшей степени влиять на человека, но он все равно влияет. И когда человек избыточно угодливый, это говорит о том, что есть противоположность. То есть я как будто своим поведением демонстрирую, как бы я хотела, чтобы относились ко мне. Чем больше у меня угодливости, тем больше у меня будет запрос на эту угодливость со стороны другого. У этого, у этой мечты есть темная сторона. И в этой темной стороне много претензий, боли и обиды. Как создать человеку безусловное принятие? Когда мы его создаем другому, мы сейчас с иного ракурса посмотрим на этот процесс, когда мы ему создаем, то человек максимально расслаблен, и его инстинкт самосохранения выключается, усыпляется. Вот если бы мне сказали, создай условия безусловного принятия. Я бы была по отношению к этому человеку улыбчивой, я бы во всем поддакивала, совсем бы соглашалась. И разрешила ему делать все, что он хочет. Когда он хочет говорить, он говорит столько, сколько ему надо. Я бы абсолютно отменила себя и позволила бы ему играть со мной, использовать меня. Так и делают мошенники, когда такие психопатические личности, когда им надо захватить власть над другим, то первоначально они создают эту теплую ванну безусловного принятия. Но эти мошенники мы с вами. Когда мы первоначально знакомимся с человеком, нам хочется произвести какое-то благоприятное впечатление на него. И мы тогда максимально прекрасны. Но быть максимально прекрасным, угодливым, отменяющим себя мы можем недолго. И поэтому отношения поверхностные, или же я в этих отношениях не могу пойти в глубину, в установление психоэмоциональной связи. Потому что я нахожусь под воздействием этого магнита, требования безусловного принятия, я все время создаю это пространство безусловного принятия. И вот если человек попадает к психотерапевту или психоаналитику, и аналитик, боясь там за что-то, дает ему это безусловное принятие, то личность остается там же, она не растет, она не меняется. Можно создать теплую ванную, и человек будет приходить, быть в этой теплой ванной, убеждаться, что ему ничего не надо в себе менять, и уходить в мир с таким же требованием. И здесь будет много сдерживаемой ярости. И эту сдерживаемую ярость не то, что проявить нельзя, в ней даже нельзя признаться самому себе. У человека буквально
отключается память о чем-то. Он когда злится, он не помнит эти моменты, потому что если я обнаружу себя злящимся, то я потеряю пропуск в царстве имени себя, ведь плохих туда не пускают. И поэтому человеку приходится постоянно ретушировать реальность и все плохое, что в нем есть, не видеть или же объяснять внешними причинами. Так существует ли вообще безусловное принятие? Или же, когда мы соприкасаемся с ним, мы соприкасаемся с патологией с точки зрения взрослого человека, с точки зрения ребенка все так. Ну и действительно, мы же не можем быть среди людей, которые во всем не согласны, во всем нам перечат, которые нас не поддерживают, а наоборот топят. Это обратная сторона этого же процесса, этой же мечты. То есть фактически человек, который поддакивает, который совсем соглашается, создает безусловное принятие, единственной альтернативой этому является бунт, несогласие со всем, отмена всего, что говорит человек. Потому что есть только я, нету другого мира. Есть только мое представление о том, как должно быть. И если я не поддакиваю, не соглашаюсь и начинаю высказывать свою точку зрения, а я носитель такой же мечты, то я начинаю располагаться в этом пространстве. И даже если я повторяю те же мысли, которые говорил человек, то я не понимаю этого, они кажутся моими, и я начинаю выгружать собственную субъективность из себя. И когда встречаются два человека, на которых оказывает сильное воздействие эта детская мечта о безусловном принятии, то их разговор, один молчит, другой постоянно говорит, потом ты меня выслушал, я тебя использовал, и я даю тебе возможность использовать себя. Теперь ты говори, а я буду поддакивать или молчать. И это светское общение, оно наиболее оптимальное, но мы в нем не насыщаемся. Вот это удивительно. С одной стороны, нам хочется заполнить собой все пространство, но нам скучно заполнять собой все пространство, потому что опять я в том же мире. И для изменений, для эволюции человеку надо научиться, безусловно, воспринимать других. Вы скажете, подождите, вы только что говорили, что безусловно это плохо, а сейчас вы говорите, что нам надо научиться безусловно принимать. Давайте оставим то безусловное принятие вот здесь, а сейчас поговорим о другом безусловном принятии. И для этого мы представим с вами дерево. Дерево, на которое вы смотрите. Допустим, дерево растет на опушке леса, на лугу. И это дерево, пока вам от него ничего не надо, вы можете, безусловно, принимать. Вы можете наблюдать за его ветками, за листьями, рассматривать крону в целом, смотреть на кору, смотреть на корни, которые видны на поверхности. И вы созерцаете это дерево, вы его постигаете. Но как только вам надо будет повесить гамак на это дерево, отношение к дереву изменится. Вы начнете думать, так, на этой ветке гамак можно повесить, на этой нет, или это плохое дерево, я не могу здесь повесить гамак. Или же вы захотите расположиться для пикника, и тогда вы будете искать, где тут тенек. Если его не найдете, это тоже станет плохим деревом или станет хорошим деревом, под которым я могу расположиться на пикник. Видите, вот это потребительское отношение мне, для меня, оно тут же нас лишает возможности постигать дерево. Точно так же по отношению к людям. Я думаю, вы все можете вспомнить случаи из жизни, когда вы встречались с человеком, которому от вас что-то очень надо. И вы чувствовали, как человек следит за вами немного не глазами человеческими, а звериными, пасет. И когда нас пасут, нам неприятно, но при этом, когда мы пасем другого, и нам от него что-то надо, то тогда мы это не замечаем. И вот это пасти, желать использовать, поиметь, когда другой человек становится способом и средством,
это все лишает нас безусловного принятия. Мы тогда не можем постигать ничего новое, потому что все, что нам дается, оно тут же будет коверкаться нами. Ну, например, информация из моих роликов, когда вот я по комментариям могу понять, где находится личность. Когда человек пишет, это все про других, это про свекровь, про мужчин, про женщин, там еще про кого-то. Это говорит о том, что человек очень далеко. И он белыми пальцами зажав пропуск в царстве имени себя, отказывается что-то в себе узнавать. Пока виноваты во всем плохие другие, а я безгрешный. Потом у человека начинается второй этап. Это все про меня, все про меня. То есть, видите, информация, она потребляется, она способ и средство. И человек ее натаскивает, натаскивает внутрь еще больше. Он ее ест, как еду. И в какой-то момент у человека появляется восприятие постижения информации. Когда человек слушает про внутренний мир, про свой мир, он может это визуализировать без вот этой оценочности, без сравнения с тем эталоном, так я хороший или плохой, я выживу, не выживу. Как мне исправить что-то для того, чтобы получить этот вход в царствие имени меня? То есть, видите, вот это все про меня, это тоже про надежду на вход в царствие имени себя. И когда человек может постигать информацию о внутреннем мире, как я устроен, у него появляется интерес, и тогда значительно уменьшается эмоционирование. Потому что если это про меня, то инстинкт самосохранения начинает включаться, начинает эту информацию делить, это хорошо про меня или плохо, и человек затапливается эмоциями и не слышит то, что я говорю. Например, я говорю. Мне для того, чтобы работать с людьми, я вынуждена учиться, безусловно, принимать человека. Но безусловное принятие – это не про вседозволенность. Для того, чтобы мне постичь человека, то есть чтобы исследовать его внутренний мир без оценивания, без желания что-то сделать с ним, помните? Это постоянное желание что-то сделать, как-то это использовать. Без желания блеснуть, без желания самоутвердиться, без желания исправить человека, без желания вторгнуться в его внутренний мир. Когда я смотрю на яблоню, где висят яблоки, я могу смотреть на эти яблоки не как на еду, не как на то, что я хочу съесть. Вот именно в этот момент я и могу быть исследователем. Я могу тогда постигнуть человека. Ну, я не говорю о полном постижении, конечно, какое-то постижение каких-то аспектов. И это постижение, оно всегда связано с интересом к этому человеку. Этот человек мне интересен, как он устроен. Если я попадаю в ситуации, где по каким-то причинам происходит пустое общение, то у меня всегда есть возможность посозерцать, с интересом понаблюдать. Ну, как только я этих людей начинаю сравнивать, оценивать, все, я потеряла безусловное принятие. Я уже не могу их постичь и не могу почерпнуть для себя ничего нового. Вся информация, которую я буду черпать, я буду ее коверкать своей субъективностью, примерять, сравнивать, оценивать и так далее. То есть то, что было внутри, то и остается. Как видите, для возможности умнеть как будто надо подготовиться, то есть эволюционировать, мочь брать что-то новое. То есть я должна как будто дорастить себя до этой возможности. Но я не смогу в этом быть долго. В безусловном принятии оно сразу заканчивается, если мы, например, представим, что я с этим клиентом, вот я его безусловно принимаю, а потом мы решили с ним открыть бизнес. Вот почему опасно открывать бизнес со своими родственниками или друзьями. Потому что все, безусловное принятие заканчивается. Уже что-то тебе надо от этого человека. И поэтому важно соблюдать психоаналитический сеттинг, когда с клиентами нет никаких дел, кроме тех, которые на сессии. Иначе ты перестаешь быть
аналитично воспринимающим. Ты уже хочешь его использовать или даешь использовать себя. Итак, безусловное принятие– это нежелание сделать что-то способом и средством для достижения чего-то своего. Мы в нем надолго не можем удержаться, потому что все равно наша субъективность, наш инстинкт самосохранения, он может подождать, но мы не можем полностью выключить свои потребности. Создавать теплую ванну для другого, поддакивать, соглашаться– это не про безусловное принятие. Это про притворство. И тот человек, который не понимает, что он притворяется, тяжело ему будет этому человеку. То есть я понимаю, что я оттормаживаю собственное «я» для того, чтобы смочь безоценочно воспринимать другого. И это большая концентрация ума. И это лишь мгновение, 10 минут или сессия 50 минут, в котором я могу себе держать, но я не могу держать вечно. И многие люди, которые могут все-таки безусловно принимать, им кажется, что они всегда такие. Всегда вот прям. Вот хочется верить. Но это невозможно. Итак, чем я хочу закончить этот ролик? Вот когда мы говорим про мир имени себя, я не говорю про это как про плохое. Я говорю о том, что этот мир ограничен. Этот мир не дает возможности эволюционировать, развиваться, зарабатывать деньги, реализовывать себя, создавать отношения. В этом мире много боли, страха и злости. И именно в момент, когда мы не навязываем миру себя, когда мы не пытаемся использовать, в этот момент мы открываемся. Вот это открывание мира. Потому что человек обычно как шкатулка запертая, зацикленная в себе, и здесь она притворяется, играет нормального, доброжелательного. А здесь все время идет сдерживание вот этого подпирающего эталона. И в безусловном принятии мы можем находиться какое-то время. Поэтому человек сытый может смотреть на яблоки не как на еду. Человек, который овладел вот этим желанием поиметь и использовать, он может прикоснуться чаще к возможности, безусловно, принимать. Буду завершать. Напишите, пожалуйста, свои мысли по поводу этой темы и попробуйте описать вот то безусловное принятие, не это детское требование создания теплой ванны, а вот это взрослое. Поделитесь своими мыслями. И я напоминаю, что уже завтра состоится вебинар «Саморефлексия». Я там написала инструкцию, как вы просите и любите, о том, как разбираться с эмоционально заряженными ситуациями. То есть такой универсальный алгоритм, который помогает хотя бы это раздробить и понять, что происходит. Так что приходите, приглашаю вас. И, конечно, приглашаю на проект Матеус, написание 5 эссе, участие под псевдонимами. И в конце 3 победителя получают денежный приз. Проект платный, но если вы станете победителем, вы окупите эти затраты. Я с вами прощаюсь, до встречи.